Лобовое столкновение двух грузовых судн МВ Элленис и Флоренс Спирит. Столкновение произошло в канале Welland между судами Элленис и Флоренс Спирит, когда два судна подошли друг к другу в канале в 26-мильном судоходном маршруте, который соединяет озеро Эри и Онтарио в Канаде. До того, как они приближались все ближе и ближе, был слышен предупредительный сигнал тревоги, но было уже поздно. Вскоре услышали свидетели происшествия оглушительный треск, и два судна бьют друг друга в лоб. Судно Флоренс Спирит. Черная лодка соскребает борт большого судна Аланис, прежде чем они остановились, а затем медленно дрейфовали к берегу. Невероятно, но в аварии никто не пострадал. Причина крушения остается загадкой, поскольку руководители каналов заявили, что условия судоходства на канале были нормальными во время аварии. Совет по безопасности на транспорте Канады расследовал причины столкновения. У судна Аланис было большое повреждение в носовой части судна, в которого врезалась Флоренс Спирит. Вверху передней части судна рабочие осматривали повреждения. А у судна Флоренс Спирит отсутствовал огромный кусок лука там, где он столкнулся с судном Элленис. После удара красное судно спустилось по каналу к доку и остался там. А судно Флоренс Спирит ушел в старый док, который годами не использовался для ремонта повреждений. Судно Флоренс Спирит перевозил уголь, предназначенный для Квебека, в то время как Элленис перевозил компоненты ветряных турбин в Дулут, штат Миннесота. Судно Флоренс Спирит, построенное в 2004 году на верфи Keokea Shipyard Corporation в Японии. Грузовое судно размерами 136 метров в длину и 21 метр в ширину способно перевозить 13500 метрических тонн. Это универсальное судно с 4 грузовыми трюмами и портами для загрузки цемента. Судно торгуется преимущественно между Великими озерами и канадскими морскими портами и перевозит порошкообразный цемент и сырье для цементной промышленности, а также другие насыпные грузы. Судно Элленис, построенный в 2010 году, длина судна около 452 футов, немного больше Флоренс Спирит. Судно принадлежит семейной компании Ship Carriers, которая была основана в 2014 году, а ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия. У этого судна также есть североамериканский офис в Хьюстоне. Суда должны были разойтись по канадскому водному пути. По данным компании Street Lawrence Seaway Management, объяснили, что к югу от порта Робинсон навигационные условия были нормальными. Очевидцы аварии Джереми Бартон и Алекс Стюарт увидели, что за сигналом тревоги сразу были слышны удар и звуки металла. Канал Welland, имеющий 8 шлюзов, представляет собой водный путь длиной 26,7 миль, соединяющий озеро Эри и Онтарио. Жан-Абри Марен, вице-президент по внешним связям, сказал, что столкновение произошло между шлюзами 7 и 8, обычным местом для встречи проходов. В течение года наблюдаются более 2800 проходов через канал Welland и изрядное количество судов. Это редкий случай, и команда Канадского совета по безопасности на транспорте проводила расследование, чтобы ответить на все вопросы. Должностные лица Министерства транспорта Канады и Совета по безопасности на транспорте при поддержке морских офицеров из Корпорации по управлению морскими путями прибыли на место происшествия, чтобы начать процесс расследования. Транспортная служба Канады сообщила, что в результате столкновения не было никаких травм или загрязнения окружающей среды. Официальные представители службы безопасности на море Транспорт Канада находились в контакте с операторами судов и собирали информацию об обстоятельствах этого инцидента. И старший инспектор по морской безопасности Министерства транспорта Канады поднимался на борт судов, сказал Саймон Ривет, исполняющий обязанности менеджера по связям со СМИ компании Транспорт Канада. Оба корабля были повреждены, но первоначальное наблюдение показало, что Флоренс Спирит пострадал в большей степени, поскольку находился ниже в воде, сказал Абри Марен.
Как сообщают региональные источники новостей, в момент столкновения «Балкер» был загружен углем. Не было ни травм, ни загрязнения окружающей среды. В этом канале Welland столкновение крайне редкое явление. Совет по безопасности на транспорте Канады заявила, что инцидент был классифицирован как расследование класса 3, которое анализирует небольшое количество проблем безопасности, может привести к рекомендациям и может иметь серьезные последствия, вызывающие большой общественный интерес. Согласно отчету, оба капитана Флоренс Спирит и Элэнис контактировали друг с другом до столкновения. Во время столкновения Элэнис направился к восточной стороне канала, а Флоренс Спирит на западный берег. Оба лейкера смогли остановиться до того, как столкнулись. Черные ящики с кораблей были удалены, капитан судна Элэнис и члены экипажа обоих кораблей были опрошены 3 инспекторами, доставленными из Квебека. Не исключено, что расследование решит, был ли инцидент ошибкой оборудования или человеческим фактором. Они не искали виноватых, они хотели узнать, как произошла эта авария. Расследование может занять до 1 и более года.